Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости о известном певце Филиппе Киркорове и директоре Первого канала Константине Эрнсте. Несколько дней назад весь мир российского интернета потрясла шокирующая новость. В связи с многочисленными жалобами российских зрителей в Генеральную прокуратуру и при помощи антикоррупционного комитета при Министерстве культуры, куда входят известные артисты, такие как Никита Михалков, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов, Александр Домогаров, были арестованы известные личности российского шоу-бизнеса. За решеткой по тем или иным причинам оказались Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Константин Эрнст и Филипп Киркоров. Народный артист Лев Валерьянович Лещенко назвал данное событие величайшей победой российских зрителей над коррупцией в центральном телевидении. На данный момент ситуация около семьи Ксении Собчак, Константина Эрнста и Филиппа Киркорова просто катастрофическая. Ксения Собчак и Людмила Нарусова каждый день по нескольку раз бывают на допросах в полиции, а Филиппа Киркорова и Константина Эрнста поместили вместе в общую камеру. Не привыкшие к таким условиям проживания Филипп Бедросович и Константин Львович закатили колоссальный скандал с рыданиями и матом и требовали к себе особого отношения, чтобы их поместили в VIP-камеру. Однако, как заявил пресс-секретарь МВД города Москвы, правила содержания в камере временного задержания для всех одинаковые, и для Филиппа Киркорова и Константина Эрнста не будут сделаны никакие снисхождения. Семья Ксении Собчак и Константин Эрнст обвиняются по разным статьям, однако эксперты сходятся в одном мнении: за все свои злодеяния данные личности могут иметь солидный срок лишения свободы. В частности, Ксения Собчак и Людмила Нарусова обвиняются в нанесении тяжкого вреда здоровью известному актеру Александру Домогарову, а также в заказном убийстве двух продавщиц Усачевского рынка города Москвы. Помимо этого, несколько дней назад с Людмилой Нарусовой были сняты все должностные обязанности и полномочия. Не лучше дела и у ее дочери Ксении Собчак, которая обвиняется помимо ниже упомянутых пунктов в финансовом мошенничестве и получении крупных денежных взяток. Ну а самая незавидная участь ждет генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста. Константин Львович обвиняется сразу по нескольким направлениям. Развал центрального канала телевидения в связи с пошлыми и аморальными телевизионными программами, преступная связь с певицей Натальей Королевой, а также получение крупных денежных взяток за продвижение артистов на центральном телевидении. Мера наказания для Филиппа Киркорова на данный момент определяется. Напомним, что причиной ареста для известного певца стал колоссальный скандал, который произошел месяц назад в Санкт-Петербурге. Между автомобилем Филиппа Киркорова и троллейбусом 4-го маршрута произошло дорожно-транспортное происшествие по вине Филиппа Бедросовича. Жизни пассажиров троллейбуса были подвергнуты серьезной опасности. Водитель троллейбуса не растерялся и проучил личного водителя и Филиппа Киркорова, дав им хороших пинков и затрещин. Стало известно, что Филипп Киркоров выплатил компенсацию водителю троллейбуса, троллейбусному парку и пострадавшим пассажирам. Мера пресечения для Филиппа Киркорова будет определена на следующей неделе.